Привет! Сейчас вкратце расскажу о том, что дают нам занятия на турнике и брусьях. Многие бодибилдеры игнорируют упражнения на турнике и брусьях, мотивируя себя мнимой бессмысленностью выполнения упражнений, где максимальный вес равен собственному. Но это ошибочное мнение. Подтягивания на турнике, ровно как и отжимания на брусьях, вовлекают в работу большое количество групп мышц, а потому всегда должны выполняться одним из первых и не могут быть изолирующими. Но они хороши в наборе массы, повышения силы и выносливости. К тому же делать эти вовсе не обязательно только с собственным весом, достаточно повесить на пояс несколько дисков или рюкзак. На турнике можно проработать следующие мышцы: трапециевидные, широчайшие, округлые мышцы спины, бицепсы, мышцы предплечья и дельтовидные. Это одно из лучших упражнений на развитие плеч, чтобы сделать их шире. На брусьях задействуются трицепс, грудь, трапециевидные и мышцы спины. Комбинация отжиманий на брусьях и подтягиваний в суперсетах укрепляет сухожилия локтевых суставов. Если использовать подтягивания в качестве базового упражнения на широчайшие мышцы спины, а ниже крылья, то в совокупности с тягой штанги и гантелей в наклоне, тяги верхнего или нижнего блока, всего одно упражнение в неделю, минут по 40-45, становится достаточно для хорошего укрепления мышц верха спины. Причем, если от подтягиваний отказаться, то для достижения аналогичного результата придется увеличить тренировочное время в 2, а то и в 3 раза. Отжимания на брусьях рекомендуется использовать совместно с жимом лежа для ускорения роста грудных мышц. Чтобы акцентировать нагрузку именно на них, а не на трицепсах, корпус подается немного вперед, а сами брусья расставляются по возможности шире. Также отжимания на брусьях, но в вертикальной стойке, и на близко поставленных брусьях хорошо сочетается с французским жимом. Как показывает практика, использование вышеописанных схем работы с турником и брусьями ускоряет процесс роста мышечной массы, а также силы и выносливости мышц на 15-35% по сравнению с традиционными способами. Для начинающих бодибилдеров работа на брусьях и турнике даст необходимую базу, комплекс силы, выносливости и объема мышц, необходимыми для эффективной работы с дополнительным отягощением. Такие занятия не отнимут много времени, всего по 40 минут 3 раза в неделю, но скорость набора мышечной массы при переходе на тренировку по в кавычкам настоящим программам будет изначально выше, по сравнению со спортсменами, не прошедшими такую предварительную подготовку. Также эти упражнения рекомендованы к выполнению после некоторых травм, когда работа со штангой наоборот запрещена. Таким образом, подтягивания и отжимания на брусьях дают спортсмену возможность возвращению к нормальной тренировке. Для любителей бодибилдинга, а также всех тех, кто предпочитает заниматься физкультурой, ежедневные занятия на турнике и брусьях дадут силу и выносливость. Замечено, что ежедневные подтягивания всего по 50-70 раз, можно лесенкой, ровным или случайным по количеству повторов подходами, уже через 2-3 месяца оборачиваются формированием крепких и выносливых мышц рук, бицепсов и предплечий, при том, что на их объем почти никак не сказывается. Также работа на турнике и брусьях может стать отличным методом разогреться перед тренировкой. А если речь идет о предсоревновательной подготовке к выступлениям по бодибилдингу, когда спортсмен выполняет только изолирующие упражнения для большей детализации мышц. На самих соревнованиях непосредственно перед выступлением служат цели накачки крови в отдельные группы мышц. В пауэрлифтинге подтягивания всеми видами хвата позволяют задействовать незатрагиваемые стандартной тренировочной программы групп мышц, в первую очередь бицепсы. Так что турник и брусья стоят того, чтобы на них обратить внимание и включить их в свою тренировочную систему. Если было полезно, тогда обязательно подпишись, оставляй лайк и пиши в комментариях, занимаешься ли ты на турниках и брусьях. Пока!